Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаные истории. Это видео заключительная часть мастер-класса по вязанию куколки Ириски. Мы уже связали полностью вот такую вторую девочку и осталось вывязать сарафанчик и повязочку. Вязать сарафанчик я буду из той же пряжи, из которой связана и сама куколка. В этот раз я выберу вот такой цвет малиновый. Давайте покручу сарафанчик с разных сторон, чтобы было более-менее понятно, что мы вяжем. Начинаем сначала вязать юбочку вниз, потом возвращаемся и обвязываем верхушечку и лямочки. Приступаем к вязанию. Для начала набираем цепочку из 35 воздушных петель. Набрали вот такую цепочку, здесь 35 петель. Теперь примеряем к куколке. Учитывайте, что потом она растягивается. Сейчас покажу вам первый свой сарафанчик, вот этот. Здесь было тоже 35, и она была поначалу, вот это кольцо, плотное. Сейчас же вот она настолько стала свободная, пряжа растягивается. Учитывайте этот факт. Примеряем. Где-то на вот таком расстоянии у нас находится сарафанчик, и мне вот этого как раз хватает. Поначалу она будет одеваться туго. Если хотите, можете побольше набрать воздушных петель. Тогда еще свободнее будет у вас сарафанчик. Если вы наберете на 3-4 петли больше, от этого ничего не изменится, схема не поменяется, так что можете свободно регулировать длину цепочки под свою куколку. Дальше нам нужно теперь эту цепочку соединить в круг. Для этого мы присоединяемся в первую воздушную петлю, присоединяемся с соединительным столбиком и теперь сразу же набираем одну воздушную петлю. Дальше вяжем в эту же петельку, куда мы присоединялись, один столбик без накида. Вот так должно получиться. И теперь по кругу дальше довязываем еще 34 столбика. В общем, должно получиться 35. Вот эту последнюю петельку мы не довязываем. Провязываем 35 столбиков. Вот что получилось. Не довязали мы, получается, тот столбик, которым присоединялись. Вот этот столбик, воздушная петля. Сейчас же мы присоединяемся в первый столбик без накида, который был провязан после воздушной петли. Вот что должно получиться. Набираем одну воздушную петлю и теперь разворачиваем вязание на другую сторону. По вот этой второй стороне мы провязываем второй ряд, также 35 столбиков. Начинаем вязать в первую самую петлю, не пропустите ее. Получается, вяжем в обратную сторону. Вот мы провязали 35 столбиков также по кругу. Присоединяемся в первый столбик. И дальше мы уже не вяжем поворотными рядами, а тут же набираем 2 воздушные петли и начинаем вывязывать основной узор сарафанчика. Делаем один накид. Первую самую петлю мы пропускаем во вторую. Провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и в эту же петлю провязываем столбик с накидом. Делаем накид, одну вот эту петлю следующую пропускаем через одну, снова вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли и в эту же петлю столбик с накидом. Так повторяем до конца ряда. Пропускаем одну петлю, следующую провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Давайте еще раз покажу. Делаем накид,
Одну петельку пропускаем в следующую, столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще один столбик с накидом. Так одинаково вяжется весь ряд. Провязали этот ряд. У меня получилось вот таких арочек 17. У вас может получиться больше, меньше. Тут как бы сильно это количество не влияет. Если вдруг вы увеличивали цепочку из воздушных петель, то у вас арочек получится немного побольше. Дальше следующее. Мы соединяем наше вязание в первый столбик с накидом. 2 воздушные петли. Дальше делаем накид и теперь уже вяжем между столбиками с накидом. Точно так же 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли. Вот смотрите, куда я ввожу крючок. Сюда же вяжем столбик с накидом, еще один. Снова накид в следующую арочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Вот что получается. Столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Таких рядов я провязываю в общем 4. Этот первый мы провязали. Сейчас мы вяжем второй и плюс еще 2 ряда. Точно таким же узором. Вот 1, 2, 3 и 4. Провяжите так 4 ряда. Вяжутся они полностью одинаково. В конце ряда присоединяемся и 2 воздушные петли набираем. После я сейчас тоже провяжу, после подключусь и мы свяжем с вами последний, вот этот 5-й ряд. После перейдем уже на обвязку верха. Довязали необходимое количество рядов. Также регулируйте, примеряйте на свою куколку. Может быть, вам захочется юбочку эту подлиннее сделать. Вяжем следующий ряд. Это у нас уже идет заключительный. Присоединяемся. 2 воздушные петли. И теперь мы вяжем 2 столбика с накидом в одну арочку, 2 воздушные петли, и в эту же арочку провязываем еще 2 столбика с накидом. Сразу же вяжем в следующую арочку. Также 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И чередуем так до конца ряда. Довязали последний ряд. Вот так сидит уже мой сарафанчик. Провязываем соединительный столбик в конце ряда, воздушную петлю и вытягиваем ниточку, обрезаем. Сейчас мы ее сразу же спрячем. Я провожу иголочку через столбики, стараясь попасть не между столбиков, а именно внутри них. Теперь можно здесь с изнаночной стороны сделать такой маленький узелочек, чтобы ниточка уже никуда не делась. И еще разочек провести между ниточками. Все, хвостик этот можно обрезать. Юбочка готова. Дальше нам нужно с вами вывязать верхнюю часть. Для этого отмечаем серединку. Вот у нас шовчик идет сзади.
примерно посередине спереди. Присоединяемся. Воздушная петля. И дальше нам нужно провязать с вами 9 столбиков без накида. 9. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Вяжем 3 воздушные петли. Вязание поворачиваем. Первую петлю вот эту мы пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. Набираем воздушную петлю, снова пропускаем один столбик, во второй провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, во вторую провязываем столбик с накидом. Еще один раз, одну пропускаем и во вторую вяжем столбик. Дальше у нас с вами остался еще один столбик. Мы сейчас воздушную петлю не делаем, а просто провязываем рядышком еще один столбик с накидом. Получается без арочки он получится. 3 воздушные петли. Вязание разворачиваем и провязываем столбик с накидом в первую вот эту арочку. Воздушная петля во вторую арочку. Воздушная петля в третью. Воздушная петля в четвертую. И теперь нужно в четвертую вот эту арочку еще в основную часть, где были воздушные столбики, провязать просто столбик с накидом, без воздушной петли между ними. Так же, как с этой стороны, для того, чтобы краешек у нас был ровный. 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание и провязываем третий ряд. В арочку. Вот здесь у нас воздушной петли между столбиками не было, мы сюда не провязываем. В арочку вяжем первый столбик, воздушная петля. В следующую вяжем второй столбик, воздушная петля. В следующую третий столбик, воздушная петля. И в четвертую столбик. Воздушную петлю не вяжем, а сразу же вяжем вот в этот последний столбик, столбик с накидом. Вот что получилось. Дальше сразу же вывязываем лямочки. 2 воздушные петли, вязание разворачиваем. Делаем накид, вяжем столбик с накидом в следующую петлю. 2 воздушные петли, разворачиваем, вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, разворачиваем, столбик с накидом. Мне для необходимой длины хватает так провязать 5 раз. Вот это сейчас уже 4-й. Еще один раз я набираю 2 воздушные петли, столбик с накидом, 5-й раз. Далее воздушная петля, разворачиваюсь, провязываем соединительный. Снова воздушная петля и ниточку вытягиваем, обрезаем, чтобы хватило для пришивания. Вот что получается. Примеряйте. Сейчас в первой куколке я связала крест-накрест, лямочки пришила. В этот раз мне хочется их сделать ровненько, но для этого надо примерить на куколку и посмотреть. Если слишком длинная получилась лямочка, то, наверное, опять пришью крест-накрест. Да, получилось длинновато. Буду пришивать. Вот так.
Получилось как раз то, что надо, я пришью ее вот так ровненько. Вяжем также вторую лямочку. Думаю, процесс пришивания лямочек показывать не буду. Просто захватываем петельку здесь, петельку на лямочку. Петельку еще одну здесь и вторую петельку на лямочке. На этом все. Дальше прячем ниточки. Довязываем. Дальше вместе с вами свяжем на сарафанчик вот такой бантик. Вот такой получился сарафанчик. Теперь нам нужно связать к нему бантик. Для этого берем другой контрастный цвет и набираем цепочку из воздушных петель. Здесь тоже зависит количество от того, какой вы бантик хотите, большой или маленький. Я набрала цепочку из 35 воздушных петель. Дальше еще одна воздушная петля и ниточку вытягиваем. Эти краешки можно сразу немножко обрезать. Прям не сильно коротко, чтобы потом не распустилась наша цепочка. Вот такая небольшая. Дальше берем ниточку, иголочку, делаем бантик так и также берем второй снизу. Не хочет фокусироваться на красном. Ну, вот такой принцип. Складываем бантик. Теперь берем иголочку и ниточкой прошиваем серединку. Мы ставим здесь хвостик. Оборачиваем теперь этот бантик. Затягиваем потуже. Вот так у нас получилось. Теперь нужно пришить его между первым и вторым рядом сарафанчика. Так, подхватываем изнутри и еще один раз обхватываем. Этот хвостик я тоже вывожу на изнаночную сторону. Вот что получается. Вот такой бантик. Теперь на изнаночной стороне завязываем на узелочки 2 хвостика. И можно эти кончики ниточек с помощью иголки спрятать в разные стороны, чтобы они не торчали. Хоть это изнаночная сторона, но все равно тоже должно быть здесь так же красиво, как и на лицевой. Вот таким же образом прячем и второй хвостик. Все, наш сарафанчик готов. Бантик можно при желании отпарить, он туда потом хорошо ляжет. Остается нам с вами только связать повязочку на голову. Начинаем вязать бантик. Берем какой-либо контрастный цвет и набираем 12 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9, 10, 11 и 12. Давайте еще одну наберем петлю подъема. Дальше со второй петли от крючка мы связали 12 воздушных петель плюс еще одна подъема. И со второй петли от крючка провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик. Это получилась у нас ширина бантика. Дальше мы вяжем воздушную петлю, вязание разворачиваем и в другую сторону также провязываем 12 столбиков. Всего нам нужно провязать 7 рядов. В конце каждого ряда мы делаем воздушную петлю и разворачиваемся на другую сторону. Провязали 7 рядов. Теперь нам нужно с вами обвязать получившийся прямоугольник. В первый уголочек сразу же вяжем столбик без накида. Получается как бы прибавка на уголке. Дальше вяжем столбики без накида до следующего уголка. 2, 3, 4, 5. Теперь здесь также вяжем прибавку. Дальше до следующего уголка вяжем столбики без накида. Четвертый, 5, 6, 7, 8, 9. В уголочке вяжем прибавочку. И по следующей стороне также столбики без накида. 6, 7 столбик без накида и сразу же сюда же соединительный столбик, воздушная петля. Ниточку обрезаем, вытягиваем и с помощью иголочки хвостик прячем. Вот такой получился прямоугольничек. Дальше складываем его пополам. И краешки отгибаем. Получается, гармошкой делаем. Берем ниточку, вставляем хвостик с одной стороны и с другой ровно посерединке наматываем. Вот так. С этой стороны я эти ниточки теперь завязываю на узелок. Потуже. Обрезаем и хвостики также с помощью иголочек прячем. Все, основу бантика подготовили. Теперь нам нужно с вами связать вот такую. Давайте я сниму, покажу. Я делала бантик на завязочках, чтобы его можно было всегда снять, поменять на какой-нибудь другой. Нам нужно с вами связать цепочку из воздушных петель и одним рядом столбиков без накида необходимой длины. У меня цепочка вот эта розовая была из 80 воздушных петель. Набираем 80 петель плюс одну петлю подъема
И потом в обратную сторону вяжем просто столбики без накида. Вот цепочку набрали, и со второй петли от крючка вяжем столбики без накида. Если хотите, чтобы она была потоньше, можно провязать все соединительными столбиками. Тогда цепочка будет чуть потоньше. Или если не хотите вязать, можно просто так и оставить цепочку из воздушных петель. Просто она будет тоненькая. Я довяжу сейчас столбики без накида. Также потом хвостики обрезаем в конце, прячем. Все готово, остается только продеть теперь вот эту завязочку через бантик в серединке с изнаночной стороны, обхватывая как раз эти ниточки, которые мы обвязывали. Вот так. Все, осталось только принарядить нашу девочку. Вот такая малышка у нас с вами получилась. Благодарю вас за совместное вязание. Отмечайте меня в инстаграме под фотографиями куколок, связанных по этому мастер-классу. Мне будет очень приятно на них посмотреть. До новых встреч в следующих мастер-классах.